Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь кукурузный хлеб. Этот хлеб можно испечь как на спелом тесте, так и на густой закваске 60% влажности. С вечера приготовим заварку. Для этого возьмем кукурузную крупу мелкого помола, зальем кипятком и хорошенько перемешаем. Если у вас есть в холодильнике кусочек старого теста, вы вполне можете использовать его, а не делать новое спелое тесто. Если у вас есть закваска, вы также можете использовать закваску. Ваша закваска должна быть 60% влажности. Если же у вас нет ни того, ни другого, вы можете сделать спелое тесто на дрожжах. Именно этот вариант я и показываю в данном видео. Некоторые параметры тестоведения видоизменяются в зависимости от того, используете ли вы закваску или спелое тесто, которое вы делаете на дрожжах. Вот так вот все хорошо перемешиваем. Масса у нас получается очень крутая, рассыпчатая. Просто все хорошенько выравниваем для того, чтобы вся крупа у нас увлажнилась, нигде не осталось сухой крупы. И накрываем крышкой и убираем в холодильник до следующего дня. Также приготовим спелое тесто. Как я уже сказала, если у вас есть кусочек старого теста в холодильнике, вы этот шаг просто пролистываете. Если же у вас нет, вы делаете то, что я показываю сейчас. Берем муку, хорошо взбиваем ее венчиком или просеиваем через сито для того, чтобы насытить муку кислородом. Берем соль, добавляем в муку, все хорошо перемешиваем. И добавляем 1 грамм прессованных дрожжей и холодную воду. Делаем дрожжевую суспензию. Добавляем в муку. Все хорошо перемешиваем. Перемешиваем сначала ложкой, а затем делаем замес руками. Данную смесь после замеса мы плотно накрываем крышкой и убираем в холодильник при 5-6 до 8 градусов до следующего утра. На следующий день, перед тем, как использовать это спелое тесто в тесто, мы даем ему немножечко согреться в течение 1-2 часов. За это время оно еще немного увеличится в объеме, разовьется. Если вы видите, что ваше спелое тесто недостаточно развилось, вы просто даете ему чуть больше времени при комнатной температуре перед тем, как использовать уже непосредственно в тесто. Как я уже сказала, если у вас нет спелого теста или вы хотите испечь этот хлеб на закваске, просто сделайте густую закваску 60% влажности, то есть на каждые 100 грамм муки вы берете 60 грамм воды. Также на следующий день перед замесом теста приготовим кукурузу. Кукурузу можно использовать как
свежую, так и консервированную или замороженную, которую вы разморозили. Самое главное, чтобы, если вы используете консервы, как я, вот у меня не оказалось свежей кукурузы под рукой, чтобы в этих консервах не присутствовали какие-то консерванты или стабилизаторы, потому что они будут мешать работе микроорганизмов в тесте, и тесто у нас не будет развиваться должным образом. Поэтому обязательно проверьте на этикетке, чтобы кроме кукурузы, воды и соли в ней не было консервантов. А также желательно, чтобы в кукурузе также не было сахара. Выкладываем в емкость и грубо перебиваем блендером таким образом, чтобы создать пюре, но не слишком гладкое, а грубое, для того, чтобы в нем встречались крупные кусочки кукурузы. Таким образом, чтобы они были заметны в готовом изделии. Потому что если вы полностью сделаете гладкое пюре, то кукуруза не будет заметна, а она будет придавать определенный эффект готовому хлебу. Вот мы видим, что мы ее так вот грубо перебили, буквально в течение нескольких секунд. И теперь отмеряем 100 грамм закваски или спелого теста. Вот она у меня постояла немного перед использованием. Я его достала из холодильника и оставила примерно на час-полтора при комнатной температуре. Так вот выкладываем кусочками 100 грамм. Также таким же образом выкладывайте закваску, если вы печете на закваске. Такой момент. Я использую воду из холодильника. Как мы видим, она у меня имеет 9 градусов Цельсия. Это связано с тем, что я в тесто буду использовать 3 грамма прессованных дрожжей. Если вы не хотите добавлять дрожжи, а просто хотите испечь на закваске, то вода у вас должна быть 28-30 градусов Цельсия. Это следует обязательно учитывать. Добавляем соль. Как я уже сказала, я использую 3 грамма прессованных дрожжей. Вы можете добавить вместо них 1 грамм сухих или вовсе не добавлять, а просто печь на закваске. Но тогда вода у вас должна быть не холодная, а 28-30 градусов. В остальном же продолжаем по схеме. Добавляем всю заварку из кукурузы. Эта смесь называется заваркой, хотя на заварку она мало похожа, она больше похожа на мочку, но за счет того, что мы залили ее кипятком, технически она называется заваркой. Вот такой вот курьез. Все хорошо перемешиваем. Добавляем пюре из кукурузы. И пшеничную муку. Пшеничную муку 12-13% белка. Все хорошо перемешиваем и производим замес на тестомесе сначала на медленной скорости, затем на умеренной и последние 1-2 минуты на высокой. Вот сначала мы производим замес на умеренной скорости,
в течение примерно 2-3 минут. Затем на более высокой и на очень высокой 1-2 минуты. За счет того, что в тесте у нас содержится как кукурузная крупа, так и кукуруза, ожидать какого-то очень хорошего развития клейковидного каркаса не приходится. Ну, мы видим, что тесто у нас все же имеет определенную структуру, имеет связанную форму, и этого будет достаточно. Вот мы видим, что оно имеет определенную упругость. Для такого теста большего желать, наверное, не стоит. Вот такой вот клейковидный каркас у нас будет. Чего-то большего ожидать не следует. Так как я, как уже сказала, использую дрожжи в тесто, то желаемая температура теста должна составлять не выше 25 градусов, то есть 24-25 градусов. И для этого я после замеса на 15 минут ставлю тесто в холодильник для того, чтобы снизить немного температуру от замеса. Если вы не используете дрожжи, а печете только на закваске, то оставляйте тесто на 15 минут при комнатной температуре. Через 15 минут мы видим, что тесто у нас имеет уже еще более связанную форму. Мы его слегка дегазируем вот таким вот образом и проверяем. Температура теста 25 градусов, как я этого и хотела. Если вы печете на закваске, желаемая температура теста должна составлять примерно 28 градусов. Вот мы видим, тесто имеет такую связанную форму, немножко рыхлую поверхность. Накрываем его, шапочка для душа, и оставляем в моем случае на брожение при комнатной температуре. Если вы печете на закваске, то оставляйте при температуре 26-28 градусов. Также время брожения у вас будет несколько дольше. Вместо 60-90 минут оно, скорее всего, будет 90-120 минут. По прошествии времени выкладываем тесто на рабочую поверхность и делим на 2 равных куска. Эти куски мы осторожно, сохраняя в тесте газ, складываем таким вот образом, чтобы сформировать продолговатые заготовки длиной примерно ладонь, и оставляем на кухонном столе под влажной тканью на 15 минут. Вот ткань я намочила и выжала. Накрываем и оставляем на 15 минут. По прошествии времени формируем заготовки, делаем окончательную формовку. Хлеб у нас формовой, поэтому берем формы, смазываем их растительным маслом или сбрызгиваем полимерами и присыпаем кукурузной крупой, той самой, которую мы также использовали и в тесто. Делаем формовку, опять же стараемся сохранять в тесте газ. Вот так вот, создавая натяжение на поверхности заготовки, выкладываем. Сверху опять же присыпаем кукурузной крупой
и оставляем на расстойку. В моем случае расстойка длится примерно 1,5 часа при температуре 25-27 градусов. Если вы печете только на закваске, расстойка у вас должна быть в пределах 28 градусов, и займет она, скорее всего, дольше, чем в моем случае. Скорее всего, она займет у вас как минимум 2 часа, а может быть и 2,5. Но это нужно смотреть по состоянию ваших заготовок. Накрываем шапочками для душа и оставляем на расстойку. Делаем надрезы на свое усмотрение. За счет того, что форма у меня несколько глубокая, то не совсем удобно надрезать, но вы можете делать просто один продольный разрез. Мне вот просто захотелось сделать такие косые надрезы. Но вы можете надрезать так, как вам удобно. Если форма у вас будет менее глубокая, то, естественно, надрезы делать вам также будет легче. Делаем 5-7 надрезов, если вы будете делать их вот таким вот образом. И выпекаем при температуре 230 градусов первые 10 минут с паром, а затем без пара еще 20 минут. Достаем хлеб из форм и даем остыть на решетке. Так как это пшеничный хлеб, то резать его можно сразу после того, как он остынет. Где-то примерно спустя 2 часа. Пока хлеб еще остывает, мякиш продолжает стабилизироваться, поэтому желательно воздержаться от соблазна нарезать хлеб еще теплым. Но я знаю, это сложно. Это очень-очень-очень мягкий и воздушный хлеб, который прекрасно подойдет для сэндвичей, бутербродов, а также в качестве сопровождения к блюдам или просто к чаю, несмотря на то, что это хлеб из кукурузы. Он имеет очень нежный, мягкий и достаточно нейтральный вкус, поэтому, на мой взгляд, это универсальный хлеб на каждый день. У него очень мягкая, нежная корочка и воздушный кружевной мякиш. Я очень советую испечь вам этот хлеб, и вы совершенно точно не пожалеете. Следует, правда, учитывать, что если вы будете печь на закваске, корочка будет несколько более твердой. Это нужно учитывать. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях. И самое главное, пеките на здоровье.